Любая древесина сильно меняет интенсивность цвета после обработки маслом. Вот, например, возьмем березу, опустим масло, и вот можно сравнить, насколько темнее стала береза. Причем торцевая часть, поскольку впитывает больше масла, она темнеет сильнее, чем та, где расположение волокон продольное. То же самое попробуем вот с грецким орехом. Видно, насколько изменился цвет. А вот сейчас я хочу сделать такие образцы пород древесины, обработать их маслом для того, чтобы показывать клиентам, потому что клиенты часто спрашивают, какой будет доска, как она будет выглядеть, и нужно иметь в офисе все породы древесины, обработанные маслом, для того, чтобы можно было демонстрировать клиентам. Вот сейчас займусь изготовлением таких образцов. Ну вот что у меня получилось. Сколько здесь образцов. 17 пород древесины. Это все породы, которые я использую в своей работе. Конечно, не все в одинаковой степени. Некоторые больше, некоторые меньше. Запомнить эти породы достаточно сложно. То есть я сам осваивал это годами, чтобы различать все породы древесины по цвету и по рисунку. А поскольку это образцы для клиентов, и девочки в офисе уж точно эти породы не выучат, поэтому я сейчас сделаю гравировку на каждой породе, чтобы уже заказчику было ясно, как называется порода древесины.
Вот сейчас начинаем опускать в масло ясень. Это Мавингу. Дальше береза. Береза вот сильно желтеет. Видно, как она желтеет в масле. Это липа. Липа также сильно желтеет. Древесина мягкая, пористая, поэтому масло проникает глубоко в поры и вызывает сильное потемнение. Дальше венги. Шикарная древесина. Становится очень темной. Это амарант. Очень плотная древесина. Плотность ее где-то 960 килограмм на куб, поэтому она даже тонет в масле, потому что плотность масла где-то 800 килограмм. Это граб. То есть практически сохраняет цвет, поскольку очень плотный, и становится немножко сереньким. Это падук. Очень красивая древесина. Сильно темнеет. Теперь 3 вида ореха. Но вот это дальневосточный орех или маньчжурский орех. Он становится таким светло-коричневым. Теперь грецкий орех, наш отечественный. Он приобретает очень красивый цвет после обработки маслом. Теперь черный орех. Очень красивая древесина. Но можете заметить, что после обработки они становятся очень похожими.
Вот грецкий и черный орех. Поэтому я вот говорю, что мы даже иногда сами путаем доски, изготовленные из грецкого и черного ореха. Это вот американская черная вишня. Такой розово-рыжий цвет. Тоже очень хорошая, красивая древесина. Это дуб. Далее идет мореный дуб, очень сильно, тоже темнеет. Вот есть вообще абсолютно черный, это вот с такой, как говорится, с сединой. Далее это у нас вот твердый клен, американский твердый клен, очень хорошая древесина. Можете заметить, что он практически не поменял цвет, поэтому его очень хорошо использовать для белого цвета, когда делаются какие-то вставки, какие-то рисунки. Вот твердый клен это самый лучший материал для белого цвета. А вот европейский клен, наш отечественный клен, он более мягкий, более пористый, поэтому желтеет более сильно. Сейчас он полежит. Сейчас уже видно, что он сильнее потемнел, а когда полежит в масле, он вообще станет желтый, ну почти как береза. Ну и последнее это сапели. Вот такие образцы я сделал, пусть они полежат в масле полчасика, затем их уберу, немного подсохнут и можно использовать как образцы.